Всем привет! Вы на канале Аксель Франк, и сегодня я съезжу на озеро. Вот лебеди на полоте, их огромное количество. Арчик с Анфисой поймали крысу, решают, что с ней делать дальше. В общем, некоторый элемент моей сельской жизни. Вот. Я прерву на время свою городскую жизнь с парками, с какими-то вот своеобразными развлечениями, с путешествиями. Вот видите, в интересном городе надувную куклу ребята в розовых и зеленых очках куда-то несут. Интересно, куда? Вот такие вот кондитерские, больше похожие на дворцы. Это все городская жизнь с путешествиями, со всем вот таким подобным, чем я в последнее время и занялся. А вот это был мой визит на озеро. Приехал проведать Котовских. Мы увидим с вами лебедя. У лебедей, похоже, потомство. Ну, тут жизнь продолжается, как продолжалась она в таком же ритме последние много лет. Кто смотрит мой канал, видели все это не раз. Итак, Котовские, они меня узнали, пока еще признали. Анфисочка. Вот у них все нормально. Как видите, никаких трекеров, ничего больше такого нет. Они в абсолютном свободном выгуле. То есть они гуляют, кот Вилли доволен. Арчик уходит надолго погулять. Ну, Анфисия старается особо из дома не выходить. На озере все так, как и было. Все спокойно, все нормально. Я приезжал очень на короткое время, буквально с одной ночевкой на 2 дня. Вот, по делам. Немножко попозже, может, скажу, по каким. На участке все нормально. Ходит, охотится. Мышей полно, но Арчику уже мышей ловить скучно. Он у нас по крысам. А в конце ролика будет большой сюжет, как вот он притащил крысу. Ну, крыса просто огромная какая-то. Вот Анфиса следит, куда это он пошел, чтобы потом не прозевать, чтобы вовремя прийти, когда он мышь принесет. Я тут езжу по всяким городам и странам, хожу в корсете еще, все меньше и меньше его ношу. В общем-то, восстановление идет нормально после аварии. И чтобы не сидеть, чтобы не закиснуть совсем, езжу по окружающим местам. Ну, потом будет большое количество фильмов и роликов про мои путешествия. Вот они. Ну, когда днем жарко, они предпочитают в теньке лежать. Основная активность по утрам и вечером перед сном. Вот, естественно, спустился к озеру и повезло. Лебедь приплыл. Но вы увидите, он приплыл один. Вот, если он один приплыл, это съемки были конца апреля, самый конец апреля. Если лебедь приплыл один, значит пара, скорее всего, на гнезде. Вот он, Максимушка. Приплыл, я, естественно, сбегал за кормом, вот, все ему принес, все ему дал. А Машутка у нас на гнезде. И через некоторое время появится уже с пушистиками. Я просто знаю, что они есть. К моменту, когда этот видео выйдет, они уже есть. То есть у них в этом году потомство. В прошлом году у них получился пропуск из-за наводнения. В этом году они с потомством. На озере все в порядке. Красота. Похолодание, которое пришло, вот в России было очень холодно, в странах Северной Европы там как-то вот не очень было. А здесь отразилось достаточно прохладным концом апреля и началом мая. И причем не только вот в Австрии, на юге Австрии, но по всей Европе, по всей Центральной и Южной Европе был немножко похолоднее, чем обычно. Идет деловой. Маньяк-охотник. Ходит только охотится. Все, у него других идей вообще никаких нет.
Да, он проверяет. Вот. Идея, в общем-то, моя была, ну, еще до аварии, в том плане, что что-то засиделся я на озере. Все-таки человек-то еще не старый. Ну как, для кого-то старый, для душа-то молодая и физически вполне, даже после аварии. И что-то мне захотелось немножко проветриться. Пожалуй, я немножко проветрюсь. То есть в своих вот этих роликах на кошачьи-лебединые темы будет у меня некоторый финиш, некоторый финал. И будет путешествие, будут путешествия, много путешествий, всяких разных интересных, неожиданных во многом. И канал будет, оба моих канала будут про путешествия, про особенности, ну, всего, от кухни, каких-то обычаев, ну, всяких интересных моментов в разных странах. То есть человек, который не нуждается ни в визах, ни в особо каких-то финансах, он ездит по разным странам и делится своими наблюдениями. Вот про это будут мои оба канала. Если вы подписывались именно на лебедей и котов, ну, я буду выпускать из архива. У меня очень много архивных, я говорил в прошлом ролике, архивных съемок, которые еще не публиковались. Периодически я буду перемежать свои вот эти видео про путешествия, про бизнес, ну, такие вот, про недвижимость. Буду их перемежать роликами про лебедей, котов из старых запасов. Вот. Поэтому, да, на канале будет некоторая перемена, но он не станет от этого менее интересным. Я думаю, что, может быть, он станет гораздо интереснее, потому что кому-то уже бесконечная вот эта череда лебедей и котов, в общем-то, с похожими сюжетами стала поднадоедать. Вот. Поэтому я думаю, что канал от этого выиграет. А если же кто-то будет разочарован, ну что поделать. Это моя жизнь, это мой канал. Я поступаю так, как хочется прежде всего мне самому. Вот, вы знаете, что я не зарабатываю на этом канале особенно. То есть он как бы какую-то копейку дает, которая не является принципиальной для меня. И это хобби. Вот. О, вот она, парочка. Поймал, естественно, Арчи. А Анфиса пришла, говорит, ну, а мне, говорит, дадите немножко. Большая, это не мышь, это крыса. Вот. Притащил, дверь открыта, так бы его не пустили, естественно. Но у них свободный вход-выход. Вот один из нюансов вот этого свободного входа-выхода, когда он просто берет и вот так вот приносит. А самый кошмар, когда это ночью было случалось, я ночью, помню, иду и обо что-то такое вот спотыкаюсь. Они в коридоре положат вот возле спальни. Вот. Такое тоже бывало. Вот. А Анфиса подходит и думает, как бы стибрить. Как бы стибрить. А вот Ирина подошла. Вот. Ну, Ирина, естественно, с котами, с лебедями. Вот вопрос, а кто будет там кормить, кто ухаживает? Ну, естественно, Ирина, кто еще? Ей жизнь на озере очень нравится. Вот. Она счастлива. И она продолжит свою жизнь на озере с котами, с птичками, с природой, с участком. А я продолжу свою жизнь где-то в других краях, более городских, более динамичных. На этом все. Пока-пока.